Межзвездный объект Триай Атлас продолжает удивлять астрономов и астрофизиков своей необычной динамикой и поведением, которое бросает серьезный вызов существующим теориям о природе комет и астероидов внутри Солнечной системы. Его появление – важное событие в истории изучения межзвездных тел, поскольку оно свидетельствует о том, что предметы, путешествующие между звездами, могут обладать свойствами, кардинально отличающимися от привычных представлений. За последние десятилетия, благодаря развитию технологий и систем автоматического обнаружения, таких как Atlas, Pan-STARRS и несколько других, у исследователей появилась возможность быстро выявлять межзвездных прохожих, перемещающихся через нашу систему. Первый межзвездный объект Оumuamua-1 и Оumuamua был обнаружен в 2017 году и сразу же произвел фурор. Этот короткомечтельный скандальный объект был первым подтверждением существования межзвездных тел, которые иногда случайно заводятся в гравитационные ловушки системы. Вторая находка, 2И Борисов, обнаруженная в 2019 году, укрепила представление о разнообразии межзвездных посещений и углубила интерес к их физике и химии. И вот спустя всего несколько лет после этого новый межзвездный гость 3И-5Т-ЛАС не только подтверждает существование таких объектов, но и демонстрирует уникальные свойства, способные изменить понимание их природы. Объект Триай Атлас был зафиксирован системами автоматической сигнализации и астрометрии 1 июля 2025 года. Его гиперболическая траектория, движущаяся со скоростью порядка 57 км в секунду, сразу же позволила вывести его из межпланетных объектов, принадлежащих именно межзвездному происхождению. Это стандартная характеристика таких объектов. Гиперболические орбиты с эксцентриситетом, превышающим 1, свидетельствуют о том, что они не являются долгосрочно захваченными спутниками, а просто проходят мимо. Однако уже сразу после идентификации ученые отметили необычные признаки активности. В первом же наблюдении было заметно появление признаков кометичного излучения, характерного для комет, наличие расширенной облачной оболочки из газа и пыли, а также образование яркого хвоста, устремленного в сторону, противоположную Солнцу. Эти признаки привлекли внимание, потому что межзвездные объекты, как правило, проявляют активность только в момент приближения к звезде, где тепловое воздействие вызывает сублимацию льдов и металлов. Но в случае Триай Атлас поведение оказалось атипичной. Он стал ярче и, что особенно поразило ученых, стал заметно синим, то есть его спектр сместился в ультрафиолетовые и синие диапазоны. Это было явление, ранее не наблюдавшееся у подобных тел, и стало предметом специального анализа. Для отслеживания поведения Триай Атлас использовали несколько ведущих космических обсерваторий и наземных телескопов. В первую очередь аппарат Стерео-А, который способен наблюдать за солнечной активностью и прилетающими объектами на фоне солнечной короны. Он фиксировал изменения яркости и динамику формирования ком, а также характер газа, исходящего из ядра. Зонд Сохо, оснащенный коронографами LASCO C3 и другими пакетами, обеспечил спектроскопические измерения ультрафиолетовых и видимых линий излучения, что позволило определить состав газов и химические реакции, происходящие внутри объекта. Спутник ГС-19, оснащенный системами регрессии для ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов, подтвердил яркие проявления возбуждения атомов и молекул приближения. Эти наблюдения подтвердили, что при приближении к Солнцу
3I-атлас не только увеличивает яркость, но и проявляет спектральные особенности, указывающие на существенные изменения в его химическом составе и физическом состоянии. В частности, фиксировалась сильная эмиссия в линиях CN, C2, Ca+, характерных для активных комет, но в значительно более усиленной форме. Термин «становится синим» в астрономии означает, что источник излучения перераспределяет свою энергию в области коротковолнового спектра. В случае 3I-атлас оно проявилось как значительный сдвиг спектра в ультрафиолетовые и синеватые диапазоны. Это указывает на дисбаланс в процессе нагрева и возбуждения. Например, при температуре выше 6000 кельвинов многие молекулы и атомы начинают светиться, возбуждаясь в результате сублимационных процессов КОСОМ или ионизации. В ряде случаев источником синего излучения становится возбуждение ионизированного углерода, Си+, кислорода, а также присутствие возбужденных молекул. Наиболее распространенные гипотезы объясняют данный феномен следующим образом. Высокотемпературные реакции и нагревание поверхности. В случае межзвездных тел, движущихся вблизи Солнца, тепло может проникать в их внутренние области, вызывая сублимацию льдов и металлов, особенно если состав объекта богат органическими и металлическими веществами. Такой быстрый нагрев вызывает яркие снимки и сдвиг спектра. Образование расширенной комы из газа и пыли. В результате интенсивной сублимации льда и высвобождения металлов в космической среде формируются активные газы, способные излучать в ультрафиолетовой области. Рассеянный свет и возбужденные ионизированные частицы создают эффект синего свечения. Механизм сверхактивных газовых выбросов. Внутренние процессы, такие как химические реакции, возбуждение атомов или быстрое испарение компонентов, могут приводить к превращению внутренних запасов веществ в активный газовый поток, который и проявляется как необычайно синий спектр. Обнаружение, что 3I-атлас становится более синим и более ярким, это важный шаг в понимании физики межзвездных тел. Его поведение выражено редко, и физические модели, разработанные для комет, не подходят для объяснения таких эффектов. Обнаруженные данные позволяют предположить, что в составе межзвездных комет и астероидов могут присутствовать вещества, которых нет в составе комет облака Оортона или классических комет из Солнечной системы. В частности, быстрая активность и сдвиг света показывают наличие наблюдаемых и моделей с богатым содержанием диоксидов углерода, монооксидов, а также необычных кристаллических структур льда, которые могут реагировать на солнечный свет иначе, чем привычные. Значительной находкой стали наблюдения с ОКЭ, зафиксированные фото и спектроскопические данные, указывающие на то, что внутри комы и по всему телу объекта происходят процессы, подобные тем, что наблюдаются при вулканической активности или окислительных реакциях в более сложных системах. Обсуждение поведения 3I-атлас вызывает множество вопросов, но одновременно открывает уникальные возможности для расширения современного понимания физики межзвездных тел. Поскольку он является третьим подтвержденным межзвездным объектом после 1И Оумамуа и 2И Борисова, его изучение – это окно в регионы формирования и эволюции тел, находящихся вне границ нашей системы. Фактическое содержание элементов и молекул, выявленных в процессе наблюдений, может послужить ключевым доказательством существования различных протопланетных веществ и химий, наблюдаемых в иных системах. В итоге это поможет построить теории о формировании преимущественно ледяных или металлических тел в других частях галактики, а также о разнообразии химической
и физической природы межзвездных объектов. Кроме того, изучение реакции межзвездных тел на солнечное излучение и нагрев позволяет моделировать процессы, которые проходят с ними в момент прохода между звездными системами, и понять, насколько уникально или типично поведение 3ИА ТЛАС. Основная задача – максимальное использование возможностей будущих наблюдений. Прогнозируется, что в середине ноября 2025 года объект станет хорошо виден с Земли, что даст возможность провести систематический спектральный анализ при помощи самых современных инструментов – телескопов, камер, Хабблы, инструмента Джеймса Уэбба, а также наземных радиотелескопов. Ключевым событием станет его максимальное сближение с Землей ожидаемое 19 декабря 2025 года. В этот момент ученые намерены изучить динамику изменений, скорость газа, цветовые характеристики, а также возможное разрушение или стабилизацию тела. Эти данные решат множество вопросов. Был ли взрыв, вызванный температурным воздействием, или же объект обладает каким-либо особым внутренним устройством и структурой. Параллельно продолжится моделирование химических реакций в коме, а также будет усилено участие международных научных команд, чтобы синтезировать полученные данные и сформировать полноценную картину взаимодействия межзвездных тел с нашим Солнцем. Общая мысль, которую можно извлечь из изучения Трема ТЛАС, это то, насколько многое мы еще не знаем о нашем межзвездном окружении. Его необычное поведение, яркость, спектр, реакция на солнечные условия показывают, у нас есть еще очень много загадок, связанных с межзвездными путниками. Эти объекты не только помогают понять химический и физический состав межзвездных областей, но и могут раскрыть происхождение веществ, из которых сформированы потенциальные будущие планеты и даже Гайя-территории. По сути, это посланники иных систем, которые могут нести ключи к расшифровке процессов, происходящих в далеких регионах галактики.